правильно ли в третий раз откладывать переход на Евро-3. А те, кто профессионально занимаются, помнят, наверное, что там в соответствии с тех регламентами, постановлениями правительства уже 2 раза откладывали. Один раз, по-моему, в 2009, один раз в 2011, точно не помню когда. И, соответственно, сейчас дискуссия о том, не отложить ли еще один раз введение его с 1 января 2013 года. При этом, конечно, и за, и против приводят довольно много аргументов. А я вот как физик по образованию привык, что если там начинаются праворуки или леворуки экономисты оценивать ситуацию, попробовать как-то из общих соображений вначале определиться, а потом уже разбираться с аргументами. Ключевая вещь, она такая, касающаяся граждан, не приведет ли это к росту цен существенному, если мы вдруг вот сейчас настоим и оставим в силе решение, имеющее место о полном запрете Евро-2, начиная с 1 января 2013 года. Соответственно, для меня вот общая оценка она такая. Почему-то у нас бензин дороже, чем в Соединенных Штатах. Или примерно так же стоит в рознице. При том, что вроде зарплата у нас раз в 10 в среднем пониже. Исходное сырье у нас вроде тоже подешевле. И тем не менее результат получается существенно хуже. В пересчете на среднюю зарплату раз в 10 хуже, а в пересчете просто в абсолюте тоже уже похуже. Соответственно, вот 3 таких наиболее значимых фактора. Это воровство в разной форме, коррупция ее называю, просто воровство. Это отсталость, несомненно, поскольку глубина переработки у нас существенно ниже, раза в 1,5, я так думаю, в среднем. И третья вещь, это, конечно, налоги. Потому что нам часто рассказывают, что у нас чрезвычайно хорошие налоги, там едва ли не самые маленькие в мире. Но если честно посчитать, то у нас налоговая нагрузка в целом на бизнес раза в 2 выше, чем в Соединенных Штатах. И я думаю, что в части акцизов и всего остального, если всю налоговую нагрузку, включая и таможню, потому что она в среднем тоже же ложится на бизнес, она, конечно, существенно выше, чем в тех же Соединенных Штатах. Отсюда вот такая цена. Соответственно, ставим вопрос, а повлияет или не повлияет вот на эти факторы, основные, которые определяют нашу цену на бензин, переход на Евро-3. В части воровства никак не повлияет. В части отсталости, то просто Евро-3 и выше производить на отсталых установках невозможно. Надо модернизировать и отсталость уменьшать. Обязательно и неизбежно. То есть в этом плане скорее на снижение цен в перспективе отработает. В части налогов, это вот, на мой взгляд, самая важная на следующий год величина, которая и повлияет независимо от евро. Опять-таки, переходим мы на евро, не переходим на евро, этот фактор будет, на мой взгляд, самым главным в части изменения цен на бензин и прочее топливо в следующем году. Примерно на 2 400 на тонну меняются и до 3 евро, и на 3 евро. Точные цифры можно посмотреть, но примерно 2 400 тысяч на тонну дополнительная прибавка в следующем году по сравнению с 2012 годом. Килограмм не литр, там чуть-чуть разница есть, но тем не менее и акцизы, они влияют тоже нелинейно. Что так взять просто, грубо говоря, акциз, он и есть увеличение цены, это неправильно. На самом деле увеличение цены будет больше из-за разных факторов. И, соответственно, моя оценка, что вот примерно поделив на 1000, это и будет изменение цены на литр в результате вот этой вот уже принятой Советом Федерации Государственной Думы меры. То есть, грубо говоря, на 2,40 примерно. А некоторые эксперты вообще оценивают, что только по этому фактору на 4 рубля нагрузка дополнительная на литр бензина разного качества пойдет влияние. Если сравнить это с самым плохим вариантом влияния, допустим, нехватки, дефицита бензина, там оценивают порядка 1 000 000 тонн из-за того, что некоторые наши фирмы не успели к 1 января завершить модернизацию своих НПЗ.
оценивают нехватку в 1 миллион тонн Минэнерго. Мои эксперты оценивают примерно так же, поэтому я полагаю, что эта цифра реалистичная. Если эта нехватка состоится, если, грубо говоря, ничем ее не закрыть, то это копеек на 40 все увеличивает. При этом все оценивают, что то есть существенно меньше, чем влияние акцизов. Надо это вот сразу зафиксировать. Практически на порядок меньше, чем влияние акцизов, то есть незначимо. При этом вполне можно закрыть ее белорусским 1 миллионом тонн. Когда говорят, что белорусские поставки будут чуть-чуть подороже, потому что там рядом у них Украина покупает примерно на рубль дороже, чем это соответствует нашим внутренним ценам, то я так думаю, что, во-первых, всегда возможны, поскольку они все-таки из нашей нефти делают, межправ соглашения временные, по крайней мере на 6 месяцев уж точно можно такие соглашения заключить, которые обеспечат примерно наши внутренние цены по белорусским поставкам без каких-то прибавок. Поэтому, на мой взгляд, такого значимого влияния вот это требование перейти непременно с 1 января на цены оказать не должно. Я уже говорил, что основное влияние в следующем году окажут дополнительные налоги. Прежде всего акцизы, и при этом надо иметь в виду, что уже там рассматривались и дополнительные налоги на нефть через недвижимость и через НДПИ, через увеличение НДПИ. На недвижимость, по-моему, там в каких-то чтениях уже приняли. Грубо говоря, на землю под линиями, под всем, она тоже пойдет в цену, естественно. Поэтому резюме такое, что оснований, на мой взгляд, в этот раз еще раз откладывать переход на Евро-3 нет, если так фундаментально разобрать ситуацию. Цены вырастут, скорее всего, но не по этой причине, а из-за существенного увеличения налогов, налоговой нагрузки, в которой, на мой взгляд, ни малейшей нужды нет. Это чуть-чуть расширение темы нашей с вами беседы, потому что как они мотивируют необходимость увеличения налогов? Я, кстати сказать, отмечу, что мой комитет единогласно проголосовал против и по земле, и по НДПИ, и по акцизам. То есть наше заключение, оно негативное. Но, тем не менее, Минфин чем мотивирует? Что мы, в принципе, живем все время в ожидании кризиса. И, соответственно, начиная с лета, они там вносят всякие предкризисные законы. И часть вот этой вот предкризисного ажиотажа, ожидания конца света экономического, она выливается в дополнительные налоги. Мои оценки, начиная с 2009 года, когда я по моделям считал реально виртуальные рынки, что никакой второй волны кризиса не будет ни в 2010, ни в 2011, ни в 2012, ни в 2013 и ни в 2014 году, что для этого нет никаких объективных оснований. И с вероятностью 0,95 лет 5 еще у России будут совершенно замечательные бюджеты профицитные, которые, если совсем уж не разворовывать их, которые на самом деле позволяют все налоговые маневры сейчас выполнить, в том числе и тем, кто делает НПЗ, модернизирует, обеспечить инвестиционные налоговые льготы. Что, в принципе, и краткосрочные какие-то мотивы в повышении цен по этой части ликвидировало бы. Соответственно, вот это расхождение в стратегических оценках, оно приводит к расхождению в целесообразности повышения налогов на наши сырьевые компании, которые дальше неизбежно в нашей стране приводят к повышению цен на бензин и все виды топлива.